Hello, beautifuls, вы на канале Twinkie Time. Мы сегодня начинаем прохождение визуальной новеллы о двух женщин, о которой я уже говорила на своем разговорном канале. Я про них рассказывала довольно много. И я когда-то тоже записывала демку этой игры. Reflections of the Void, кажется, называется, да? Так. Сори, у меня немножко проблемы с памятью, но anyway. Так, мне бы очень хотелось поддержать... Они говорят сохраняться чаще. При прохождении открывает новые сцены, лор, неожиданные перспективы. Нам бы хотелось, чтобы вы не следовали слепо правилам. Иногда отклонение — единственный способ узнать правду. Так вот. Ой, я, наверное, сделаю тише. Да. Наверное, даже вот так вот. Или меньше. Я не знаю, насколько хорошо вам слышно, но у меня оно просто довольно громко кричит. Да, пускай так. Короче. Во-первых, мне очень бы хотелось поддержать разработчиц, потому что, эту игру сделали две девушки, это же, вообще капец класс. Во-вторых, спасибо большое им за то, что они предоставили мне доступ к игре, потому что они мне ее, по сути, подарили. Спасибочки большое, вообще идеально классно. Надо будет не забыть написать отзыв. Я только записала видео на час на разговорный канал, поэтому я могу немного заплетаться языком и мыслями, походу, и немного тяжело читать, короче. Вы понимаете, я надеюсь. День 1. Проклятый звук утихнет только когда я полностью проснусь. Ой-ой-ой, что такое? Что происходит? Сори. Мать обычно читала мне нотации, когда я долго не просыпался, а теперь я бы мог вставать, когда захочу, если бы не... Кстати, о матери. Сколько я уже живу один? Лет 10? Где-то валяется блокнот, где я веду подсчет дней. Найти блокнот. Вот это. Найти. Так, вот тебе список горячих клавиш. Спасибочки. Открыть блокнот. Продолжить. Да, я сейчас как-нибудь... Нормально. Так, найти блокнот. Понятно. Вот это блокнот. Нет, это не блокнот. Давайте полазим по шарам. Где тут можно? Ой. А насколько часто нужно сохраняться? Просто, чтобы я, знаете... Это не мои сохранения. Это не мои сохранения. А чьи? Не мои. Что такое вообще? Мне страшно, я сохранюсь на последнем слоте. Шла дальше. Так, вот блокнот. Целых 12 лет. Не думал, что я так долго один. На самом деле, единственное, что грустно, это то, что у нас ГГ мужчина. Я же все-таки девочка, я не хочу играть с мужчиной. Ну ладно. Мне нужно успеть сделать всю рутинную работу до того, как выйдет время. Знать бы еще, где я оставил планшет. Это был не планшет, да. Я что-то жмакнула. Извините, я на мониторе жмакнула кнопку, и я не поняла, почему, как. Все, я отвлекаюсь слишком много. Мне нужно успеть сделать всю рутинную работу до того, как выйдет время. Знать бы еще, где я оставил планшет. За зубик. Мы работаем? Найти планшет. Нет, не могу ничего потрогать. Я просто вижу здесь выделенные предметы, но не могу на них нажать. Вот же планшет, я правильно говорила. Питательный рацион для 321, сбор крови 235. Сегодня придется контактировать с теми, кто доставляет мне больше всего проблем. Так, уборки комнат, сбор крови отнести, питательный рацион. Ладно, если я не выполню работу, мне будет гораздо хуже. Возможно, завтрашний день я не смогу увидеть. Дай свой планшет. Я хочу почитать. Устав хранителя. Нарушение правил ведет к неминуемой гибели. Хранитель не должен выходить из дома. Хранитель обязан вставать по первой сирене. Хранителю не разрешается проявлять эмоции. Хранитель не может сближаться с подопечными. Внимание! Питательный рацион предназначен только для избранных. Еду хранителя может есть только он сам. Собирать кровь разрешается только у избранных. Уборка в назначенных комнатах обязательно. Каждая задача должна быть выполнена в установленный срок. Вот этих вот всех я на самом деле вам читала еще в демо-версии, поэтому я их читать не буду, но я помотала, вы можете поставить паузу, если что, прочитать заново. Примечание, так. Новый мир все такие. Угу. Все, идем, выйти из комнаты.
Работы Франциско де Вера были обнаружены в заброшенном доме. Все его картины обрели популярность, кроме одной «Кровавый закат». В том же доме нашли дневник художника, в котором он писал, что каждое утро просыпался и замечал: одно из надгробий изменило свое положение. Эта картина, известная как «Последние мольбы», по легенде, была написана после загадочного инцидента в одном из старых приютов для умалишенных. Говорят, что за одну ночь все пациенты бесследно исчезли, оставив после себя лишь отпечатки рук на стенах. А знаешь что, может быть, я сейчас смогу потрогать? Да, могу. Вильгельм фон Грот работал над «Женщиной в белом» после смерти жены, но так и не смог завершить картину. Говорят, всякий раз, когда он пытался прописать черты ее лица, ему чудилось, что она стоит у него за спиной. А минусы будут. «Танец заблудшей души». Альфонс Морель написал эту картину за день до своей внезапной кончины. Ходили слухи, что если долго вглядываться в полотно, можно заметить, что фигура меняет позу. Да, а я посмотрю. Хорошо, что тут, которые я посмотрела, выделены серым, потому что я бы забыла с моей памяти. Эдвард Ленц верил, что душу можно запечатлеть на холсте. Так он говорил о последнем портрете. Девушка, позировавшая для этой картины, бесследно исчезла, однако доказать вину Эдварда Ленца так и не удалось. Мы уже прочитали. Судя по всему, я буду вынужден вести этот бессмысленный отчет всю свою жизнь. По крайней мере, так я буду знать заранее, когда мне настанет конец. «Ангел или демон» — так называлась картина, автор которой так и остался неизвестен. Мнения о природе изображенной сущности разделились. Одни видели в ней зло, другие — добро. Мать ухаживала... О, какая-то это далась ачивочка. Мать ухаживала за Нексумами и подобрала у одного из них этот зуб. Она приподняла губу и показала мне свои боковые зубы, объяснив, что мои точно такие же. Окей. Ну, хорошо. А почему? Можно еще раз. Я живу не напрасно, в отличие от Нексумов. Когда-то в одном доме жили лишь кровные родственники. Удивительно, как все может резко измениться. Я забыл. Можно было подписать бумажку и стать родственниками. Только так ты сохранишь контроль, Нова. Нова, это его зовут так? Надеюсь, мне никогда не придется нажимать на эту кнопку. У меня нет на это времени. Но нет времени, не надо, господи. Что-то надо мне. Идем. Дайте мне планшетик. Уборка комнат 454, 235, 552. Это что за комната? Дай еду. Взять нельзя? Жалко. Я хотела бы. О, тут нарисовано, что нужно делать. Хорошо. Улыбка полуночи, согласно легенде, раскрывает того, кто наблюдает за тобой, пока ты спишь. Один коллекционер, владевший картиной, пытался сжечь ее, но на утро полотно оставалось невредимым. Оно снова висело на стене. Найс. Уборчика тут у нас. Долгие годы я находила для себя уборку чем-то успокаивающим. Мысли пропадали, в голове становилось тихо. А сейчас стоит мне взять швабру в руки, я ощущаю слабость и недомогание, будто все мое тело сопротивляется этой работе. Иногда я задумываюсь, а могло ли быть все иначе? Говорить с ней я не могу. Сбор крови, значит. Если я нарушу порядок указаний, моя жизнь может серьезно измениться. Ну да. Хорошо. Сбор крови 235, только тут. Окей. Уборочка. Номер 235 теряет больше волос в день, чем кто-либо. Возможно, ее время скоро придет. Номер 235 сегодня должен взять кровь. Пожалуйста, подойдите и протяните руку. Какой сегодня день? Стой, дайте мне. Мне можно с ними разговаривать? Блин, может... мне сказали не следовать правилам. Я теперь не знаю, мне следовать или не следовать правилам. Питательный рацион не разрушается. Не может сближаться. Но мне не сказано, могу ли я как-то отвечать им. Вот покажи мне ее, где она? Кто ты? Вот это вот. Может, скрытый и напористый, распознает ложь, чрезмерно подозрительно. Важно минимизировать общение, но открыто не игнорировать, так как это может поближе не... В принципе, я могу и ответить, какой. Сегодня ваш 6600-й день жизни. Ну, вы поняли. Значит, в ближайшие дни я смогу выйти отсюда? Вам сообщали, когда именно? По моим подсчетам, я должна была выйти где-то месяц назад. Прошу прощения, однако я владею такой же информацией, что и вы. Я сообщу вам, когда время настанет. Я поняла вас. Кровушка есть. Отнести кровь? Куда отнести? Положить пробирку в телепорт. Хорошо, интересно. Хорошо, что я уже забыла полностью, что там в демке было. Ну, почти, ладно, немного помню, но не все. Давно здесь никого не было. Похоже, завтра мне привезут нового подопечного.
Здесь чисто, я бы не хотел заселять сюда кого-либо из будущих подопечных. Эта комната пугает. Никогда не понимал, зачем нужны эти черные стеклянные квадраты. Какие квадраты? Он про стену, про что? Или про вот что? Вот это? Окно? Какие квадраты? Безликий монарх – самая старинная картина в доме. Она была обнаружена среди останков исчезнувшей цивилизации. Древний текст, написанный на обратной стороне полотна, был переведен как «Он взял больше, чем мог удержать, и теперь это ничто». О, чел, уборка. Я не должен здесь убираться сегодня, и лишний раз мне не хочется сталкиваться с агрессией номера 321. Потрогай его. Потрогай. Не трогается. Элиас Моргенштерн был одержим идеей запечатлеть нечто, что нельзя увидеть. Говорили, что он лишился рассудка, ведь часто твердил, будто кисть движется не по его воле, а сама картина просит быть написанной. Тень, поглотившая свет, стала одной из его самых загадочных работ. На ее поверхности мелкими буквами художник оставил предупреждение. Шифр, который до сих пор остается неразгаданным. Уборка. Номер 552 никогда не заговаривал со мной первым и всегда отвечал сдержанно и односложно. Казалось, он не ненавидит меня, в отличие от остальных. Пора забрать еду для подопечных. В кухне, наверное, уже все готово. Оно так-то, наверное, тут нарисовано... На окне нарисовано... Не пойму, это нарисовано типа как буквально нарисовано, или это просто такая графика, и на самом деле это... Ладно, не важно. Будто бы нарисовано. Вот это вот кухня, нет? Да, я должен отнести питательный рацион номер 321. Давай. Хорошо, стандартное меню я отнесу остальным, а сам поем, когда закончу оставшиеся дела. Номер 321. Сегодня у вас по расписанию питательный рацион. Оставь и проваливай, урод. Осталось раздать стандартное меню всем остальным. Как же я проголодался, наконец-то можно поесть. Я не пробовал еду своих подопечных, и, судя по запаху, для меня выбирают более качественные ингредиенты. Конечно, им ведь необходимо, чтобы я хорошо работал и не свалился с ног раньше срока. Я справился с делами быстрее, чем обычно, а нужно идти спать. Правда, если я это сделаю, очередной бессмысленный день настанет сразу, как я раскрою веки. Может, попробовать осмотреться на улице? Нет, нельзя. В правилах сказано, что я не могу выходить из дома. Да и куда идти, там ничего нет. Мать говорила, что в тумане есть лишь пустота, а в пустоте нет ничего. Да, пожалуй, мне лучше пойти спать. А давай сохранимся, короче. Мне же надо сохраняться, правильно? Да, я уверена. Почему уверен, блин? Меня бесит, что я мужик. Пойти за пределы дома. Вы нарушили правила. Это повлечет за собой необратимые последствия для сюжета. Как и ожидалось, сплошной туман. Буду ли я в безопасности, если зайду в эту серую дымку? Я никогда не нарушал правила дома, мне и в голову не приходило ослушаться мать ни разу в жизни. Но когда я стал хранителем этого дома, я видел так много людей, и все они действовали иррационально, пытались хитростью облегчить себе жизнь, их будто магнитом притягивало желание нарушить правила. Мне такие мысли были чужды до недавних пор, словно я начал понимать своих подопечных и перенимать некоторые из их качеств. Это глупо, да? Странно, я ощущал себя бодро, пока не вышел из дома. Может, это так свежий воздух действует на меня или длительная прогулка. Сколько я уже иду? Темнота так быстро начала обволакивать ветки деревьев и землю, даже туман исчез во мраке. Никогда не думал, что ночь способна наступить так быстро. Черт, мне не хватает дыхания, чтобы продолжить путь. Надо отдохнуть. Все, отдохнул? День-два. Опу, как же раскалывается голова. И почему я в своей комнате? Казалось, еще минуту назад я шел по лесу, потом стемнело. Не понимаю, может, мне все это приснилось. Порой все дни смешиваются в один, и только мерзкий звук за окном напоминает мне о начале нового дня. Питательный рацион 235. Уборка, сбор крови. Заберите груз в подвале. Тут ничего не изменилось вроде бы. Шла. Я могу это забрать? Я не могу это, забрать, пока не сделаю все остальное, да? Уборка. Сегодня в одной из книг я наткнулась на кое-что странное. Хотите посмотреть? Я хочу. Вот, держите. Не знаю, кто написал это, но звучит жутко. Молитвы защитили лишь меня. Я заперта здесь уже так давно, но не осталось ни еды, ни воды. Мучительная смерть, наказание за то, что молилась лишь за свое спасение, забыв о семье. Выйти отсюда я не смогу, не хочу доставлять удовольствие этим ублюдкам, подумывая о том, чтобы прервать боль самостоятельно. Я не грешила ранее, боясь попасть в ад, но он настал прямо здесь. Видимо, это написала кто-то, кто жила здесь
До нас много лет назад. Смерть никогда меня не пугала. Мать убила во мне этот страх еще в раннем детстве. Страх — непозволительная роскошь. Кому мне надо кровь собрать? 321. 321. 235-я была самой старшей из всех моих подопечных, а также самой недоверчивой, что доставляло мне немало хлопот. Я не успею выполнить все задачи, если продолжу уборку. Нужно переходить к следующим пунктам. Как это переходите? Тут сказано, надо убрать. А, все, я все убрала. 321 сбор крови. Сегодня я должен взять кровь. Пожалуйста, подойдите и протяните руку. Делай свое дело и проваливай. Не выношу твою мерзкую рожу. Ладушки. Отнести кровь, положить. Выйти. Нужно спуститься в подвал, забрать груз. Нельзя, чтобы он долго ждал. Сколько бы я сюда не спускался, я продолжаю ощущать этот отвратительный запах плесени и жженной плоти. Кажется, с годами он становится сильнее. Обычно при приеме груза не возникало никаких проблем, но в последний раз я делал это так давно, что начинаю нервничать. Груз приезжает в этой коробке. Ну да, это я помню. Что? Это не ребенок. Я никогда не получал груз старше 14 лет. Ее лицо, в отличие от остальных, не выражало ни капли страха. Уголки губ были опущены вниз, а в глазах читалось печальное смирение. Как будто она знала, зачем ее сюда привезли и чем все кончится, но это невозможно. Никто не знал. «Вытащи меня отсюда, уже все тело затекло». Пораженный тем, как мягко и одновременно властно звучал ее голос, я безмолвно повиновался. В конце концов, я должен был ее освободить и поселить в одну из комнат, это было частью моей работы. Когда веревка была развязана и я помог девушке выбраться из ящика, она внезапно застыла с любопытством, разглядывая темный подвал. В аналогичных ситуациях с другими подопечными я ощущал себя более уверенно, пытался их успокоить, чтобы они приняли временное пребывание здесь. Но она явно не нуждалась в моей поддержке, более того, даже не смотрела в мою сторону, любопытно разглядывая старые стены подвала. «Следуйте за мной, я покажу вашу комнату. Там вы сможете отдохнуть и прийти в себя после долгой транспортировки». Эта фраза вылетела из моих уст множество раз. После этого процедура заселения проходила всегда одинаково. Но девушка не шелохнулась, и единственный источник света в темном подвале начал предательски давать сбой, из-за чего на мгновение воцарялась непроглядная тьма. О! Говорит, сдохни, чертов хранитель! Она воспользовалась неисправным освещением, приблизилась ко мне так быстро, что ей глазом моргнуть не успел. В следующую секунду увидел лезвие ножа, которое вот-вот вонзится. Я не двигаюсь, не буду двигаться. Точка невозврата — это изменит сюжет. Тренда, надо было сохраниться. Она царапнула мою грудь, затем медленно повела лезвием по одежде. Нож остановился, когда был плотно прижат к моему горлу. Очередной хранитель, который предпочтет сдохнуть. Девушка скучающе вздохнула и убрала нож. Смею огорчить, но ты не умрешь сегодня. По крайней мере, не от моих рук. Пожалуйста, отдайте нож, и я отведу вас в комнату, где вы сможете отдохнуть. Понимаю, что данное поведение вызвано стрессом, рекомендую поспать, сон снимает напряжение. Бла-бла-бла. Пошли скорее, я устала от твоей болтовни. Блин, надо было... Она хотела, чтобы она сопротивлялась, да, ну... Подопечная чертовски меня пугала, однако благодаря своему профессионализму удалось смягчить ситуацию. Я неоднократно убеждался, что ни в коем случае нельзя вестись на провокации и показывать эмоции. Правда, не все пошло гладко, как мне того хотелось. Я забыл забрать нож у своей новой подопечной. Вы должны отдать мне нож. Я тебе ничего не должна, хранитель. Девушка выглядела спокойной, но в ее голосе звучали нотки раздражения, которые она тщательно пыталась маскировать. Вы обязаны подчиниться местным правилам, если, конечно, не хотите попасть в новый мир. А кто сказал, что я хочу туда попасть? Девушка слукавила. Конечно, она хотела туда попасть, как и все мои подопечные. Даже я порой задумывался об этом, пока не начинал вспоминать слова матери. Всякий раз я мечтала о новом мире, она говорила, что это лишь пустые фантазии, что трава всегда кажется зеленее там, где нас нет. Я протянул руку ладонью вверх и многозначительно посмотрел на девушку. Нож, пожалуйста. Ужин, пожалуйста. Она по-детски скопировала мою интонацию и скривилась. Еще раз скажешь о ноже, я перережу тебе горло, хранитель. Хотя, судя по всему, это не угроза для тебя. Ты ведь не особо держишься за жизнь, верно? Блин. А я хрен знает. Давай принесем ей поесть. О, тут полная. Хорошо, я принесу вам поесть, и потом вы отдадите мне нож. Если я не испугался хрупкую девушку, фу, я не буду это отвечать. Такого уговора не было, но от ужина я бы не отказалась.
Давай принесем ей ужин. У субъекта наблюдается исключительно высокий уровень интеллекта, низкий уровень кортизола в крови. Физически она достаточно сильная и вынослива, сердечно-сосудистых заболеваний не выявлено, инфекции отсутствуют. И, кстати, 24. Примечание: субъект склонен к лжи и хитростям. Благодаря высокому интеллекту она может легко ввести в заблуждение других, обладает склонностью к манипуляциям. Рекомендации: избегать прямого общения с субъектом, игнорировать заданные вопросы. А я не хочу, я не буду. Отчет о личном деле 555 лишь подтвердил мои догадки о том, что ей нельзя доверять. Нужно игнорировать любые попытки завести диалог. Самое время отправиться за едой. 555 выглядела истощенной, несмотря на бодрый голос. Нужно поторопиться. Но сначала я должен написать номер на табличке. 555. Впервые ко мне прислали подопечного с таким номером. Подопечную. Я должен Что происходит? Я должен поспешить, чтобы подать еду вовремя. Мой ужин, как обычно, подождет, несмотря на то, что я невыносимо голоден. Потребности хранителя не должны быть приоритетными. Моя главная задача — четко следовать указаниям. Господи, вы бы знали, я сама так сильно есть хочу, просто жесть. Честно говоря, он говорит, что его еда более хорошего качества, но выглядит она у него хуже, чем еда для них. Нужно отнести питательный рацион номеру 235. Такова моя задача. Я не должен ее оспаривать. Но разве не логичнее было бы отнести питательный рацион номеру 555? Казалось, ей это было нужнее, чем остальным. 235. 235. Да. Она 235. Они, кстати, ужасно похожи, или мне кажется? Ладно, 235. Я не помню, что я в демке выбирала. Наверное, давайте отнесем все-таки тем, кому нужно. Хорошо, стандартное меню отнесу остальным, сам поем, когда закончу. Номер 235 сегодня у вас по расписанию питательный рацион. Не так давно я услышала, что вы привели новую подопечную. Да, вы правы, желаю вам приятного аппетита. Подожди, у меня есть вопрос. Я поем немного позже, хотелось бы кое-что узнать. Если сейчас в дом прибыл новый человек, кого-то из нас выпустят? Уже несколько лет я не слышала шаги посторонних за дверью, и это внушает надежду, что скоро выберут кого-то для переселения в новый мир. Возможно. Может, это будете вы, поэтому рекомендую соблюдать все правила, чтобы повысить шанс на то, что выберут именно вас. Спасибо, буду стараться. Осталось раздать стандартное меню остальным подопечным. Так, и поесть. Сегодня я устал больше, чем обычно. Видимо, долгие разговоры с 555-й так вымотали. Пора идти спать. А я пойду за дом. Я не буду спать. Я не буду спать, я сохранюсь. Я сохранюсь и не буду спать. Что я сделаю? За пределы. Я опять нарушила. Да мне пофиг, я буду нарушать до последнего. Правило про то, чтобы из дома не выходить, я буду постоянно нарушать просто. Казалось, только вчера я выходил на улицу, тем самым нарушая правила, но было ли это возможно? Как тогда я оказался в своей комнате? Кто отнес меня туда, когда я уснул? И почему вообще я уснул на влажной холодной земле среди деревьев и тумана? Я всегда пытался жить по правилам, добросовестно выполнять свою работу. Может, в этом никакого смысла и нет? В выживании. Какой смысл страдать изо дня в день, жить по чужому замыслу? Ради чего? Чтобы жить жизнь, которую ты жить не хочешь? Чертов замкнутый круг. Мать говорила, что в тумане нет ничего, что за пределами дома нет ничего, куда можно дойти самому. С детства меня учили, что за нарушение правил я буду наказан, и наказание всегда одно — смерть. Ты, наверное, просто умирал каждый раз, нет? Но что, если это ложь? Может, меня просто пытаются запугать, чтобы я был их послушным рабом? Вчера, если память мне не изменяет, я нарушил правила, как минимум тем, что вышел за пределы дома, и сейчас я снова это делаю. И я все еще жив. Может, я смогу просто покинуть этот дом и отправиться в новый мир? Нет, а как же мои подопечные? Мне все еще неизвестно, что будет с ними, если я уйду. Бросать их, не зная, выживут ли они, будет чересчур беспечно и эгоистично. По крайней мере, я должен найти ответы на все свои вопросы, прежде чем уйти отсюда. Возможно, 555-я что-то знала о новом мире, правда, не имею ни малейшего представления, как вести диалоги с такими людьми. Я не понимаю, шутит она или говорит серьезно, не понимаю, безумна она или слишком умна. Черт, снова эта сонливость, как и вчера. Значит, то, что было вчера, мне не приснилось. Значит, кто-то из моих подопечных принес меня домой? Нет, это невозможно. Кроме 321-й ни у кого нет сил на подобное. А 321-я никогда бы не стала выходить из комнаты, тем более нести меня на руках. А, это пацан, да. Если никто из подопечных этого не делал, значит, в лесу обитает некто, кто мог это сделать. Кто-то, кто точно знал, в какую комнату меня отнести. Кто-то, кто очевидно наблюдал за мной и, возможно, наблюдает сейчас. От этих мыслей мне стало не по себе. Ветер усилился, туман вокруг стал гуще. Я ощущал, как дрожу, а руки покрывают гусиной кожей. Продолжать.
Я вернусь к подопечным чуть позже. Я их никогда не брошу, но я должен найти хоть один ответ. Возможно, мне удастся выяснить, что находится за лесом. Может, я смогу увидеть новый мир. Только бы снова не уснуть. Я должен держать себя в руках. Завтра попробую выяснить, что знает 555-й о новом мире и его правительстве. Что это было? Возможно, этот человек, который отнес меня в постель? Тут кто-нибудь есть? Можешь не прятаться, я не причиню тебе вреда. Видимо, мне показалось. О, это я. Подойди ближе. Точно я. Мама. Это мама. Ладно, день 3. Ну, заботливая. Уносит его назад. Еще секунду назад я видел женщину. Чудовище? Я теперь нахожусь в своей комнате. А что сразу чудовище? Ну просто, я не ела, может, давно. Истощилась. Что это такого? Судя по ощущениям, я не спал всю ночь, как будто кто-то телепортировал меня сюда. Страх до сих пор сопровождал каждое мое движение, руки дрожали, и я чуть не выронил планшет. Тестирование я всегда считал глупой затеей, результаты тестов мне никогда не сообщали, а по вопросам я не мог понять, что они определяли. К тому же, после этой ночи я не уверен в исправности своего мозга. То ли я правда начал сходить с ума, то ли монстры существуют и обитают в лесу. Звучит как бред, но я был уверен, что вышел из дома, на меня напал призрак или монстр, после чего я открыл глаза и оказался в своей комнате. Может, поэтому в правилах сказано, что дом покидать нельзя. Правительство нового мира таким образом пытается обезопасить нас? Хорошо. В ближайшее время за пределы дома я выходить не буду, но нужно выяснить, откуда в лесу призраки и почему правительство нового мира ничего с этим не делает. Черт, надеюсь, я не спятил. Надеюсь, происшествие в лесу никак не повлияет на мою сдачу теста. Никогда не думал о том, что случится, если сдать его с плохим результатом. Возможно, сегодня узнаю. Перед тестированием подопечных мне нужно сделать уборку в комнатах 555 и 552. Мне нужно не забыть обыскать комнату 555. Подопечные не имеют права хранить у себя холодное оружие. Да. Вот какая, вот. ИДшная. Мрачная рваная тень, вплавленная в реальность, царапала дверь полупрозрачными пальцами, воздух дрожал, пропитываясь запахом разлагающейся плоти. Ее всхлипы еще дрожали в ушах, даже когда она растворилась, будто ее здесь никогда не было. Я знал, что все кончено, но страх не отпускал. Что, если я начинаю видеть то, чего нет? Нужно держать себя в руках. Видимо, я так испугался в лесу, что разум решил посмеяться надо мной еще раз. Просто представь, что ты не ходил в лес и не видел того призрака. Да, прикольно придумал, мне нравится. 552, 552, 555. Доброе утро, 555. Я пришел, чтобы сделать небольшую уборку и конфисковать нож. Девушка выглядела уставшей, будто она не спала всю ночь. Я ожидал колкого ответа, но его не последовало. 555-я продолжила сидеть на кровати, сосредоточившись на книге. Обыскать. Странно, здесь все точно так же, как вчера, будто 555-я ни к чему не прикасалась. Чем же она занималась все это время? Одежда вся сложена, ничего не поменялось. Не похоже, что 555-я вообще открывала ящики с одеждой. Книги единственное, что ее интересовало. Несколько из них находились не на своих местах, и я первым делом осмотрела их. Нож был слишком большим, чтобы затеряться в страницах. Я начала осматривать полки, отодвигая каждую книгу. В углу лежал небольшой кусочек скомканной бумажки. Он был так плотно засунут в щель между полкой и стеной, что у меня не сразу получилось его вытащить. Следующий хранитель, слушай меня внимательно. Во-первых, в лесу спрятаны мои записи. Не заходи далеко, они находятся за вторым деревом, справа от дома. За вторым деревом, справа от дома. Я забуду это буквально через минуту. Только там они не найдут их. Во-вторых, тебе нужно придумать, как сбежать отсюда. В-третьих, подопечные, отправленные в подвал, умирают. Но даже не думай спасать их. Без четкого плана у тебя ничего не получится. Тебя убьют первым, а твое место займет новый хранитель, который будет слепо отправлять всех на смерть. Так. Справа от дома, за вторым деревом. От прочитанного у меня затряслись руки. Сердце защемило, и я начал глубоко дышать, пытаясь насытить тело кислородом. Столько лет я убирался в этой комнате и ни разу не наткнулся на проклятый листок. Если это действительно записи прошлого хранителя, значит, я отправил на смерть 6 детей. Нужно найти записи, о которых он писал. Возможно, прошлый хранитель знал, как все остановить. Может, он знал, как выбраться из этого дома. Вот только как мне выйти в лес? Что-то случилось? 555-я резко прервала мои размышления. Она вопросительно заглянула мне в глаза, ожидая ответа. Я быстро сжал листок бумаги в руках, но не был уверен, что девушка ничего не заметила.
Вот фиг его знает, я не нашел нож, может, вы мне его сами отдадите? Здесь его нет. Девушка пожала плечами. Надеюсь, она не увидела настоящую причину моей тревоги. Не хотелось бы, чтобы 555-я считала меня лжецом. Ну что ты прячешь за спиной? Давай уже скажем правду, раз увидела. Простая записка могла тебя так расстроить? Скорее напугать. У меня все еще стояли перед глазами ужасы леса, необъяснимая галлюцинация в коридоре, и я боялся, что скоро умру. И чего же ты боишься? Думаю, если расскажу, ты посчитаешь меня сумасшедшим. Ну, не более сумасшедшим, чем уже считаю. Девушка коротко посмеялась, и у меня снова возникло чувство дежавю. Этот заботливый голос отнюдь не веселый смешок. Как будто я знала ее раньше. Я видел в лесу привидений, только что в коридоре тоже. А в записке сказано, что мне нужно идти в лес. Не думаю, что я смогу. Когда я закончил озвучивать мысли и услышал, как нелепо и сумбурно они звучат, мне стало невыносимо стыдно. 555-я теперь точно посчитает меня ненормальным. Но девушка даже не рассмеялась, ее брови напряженно были сведены к переносице, и 555-я молчала, решая, что сказать. Призраков не существует. Нет никаких причин идти в лес и вообще следовать указаниям этой бумажки. Постарайся успокоиться и не думай об этом. И... Девушка вздохнула. Нож у меня под кроватью. Забери его, вдруг он тебе пригодится. Найс, спасибо. Нож. Когда придет время, вы сможете им воспользоваться. Выйти из комнаты, значит. Угу. 552 надо убрать. Так, убираем. У меня болит голова. Последние слова о боли замерли в воздухе, свист лезвия, и все кончилось в один миг. Кровь растекалась по полу, а мертвые глаза, устремленные в пустоту, застали меня врасплох, словно он все еще пытался что-то сказать. Нужно взять себя в руки и зайти в комнаты 454-552, где я должен передать подопечным планшет, чтобы они прошли тест. Вот, он сидит тут, смотри. Так, кого? Начать тестирование. 552, сегодня я должен передать вам тест. Его сейчас необходимо пройти. Так, тестирование. Кажется, я его провалил. Это как-то отразится на моем личном деле? Не совсем уверен, что это навредит вашей жизни в новом мире. А почему вы думаете, что провалили тест? Ну, я не силен в картинках. Я не понимаю, с чем эти абстракции могут быть связаны. Думаю, вам не о чем переживать. В конце концов, результат не так важен, как понимание изменений вашего эмоционального состояния и интеллекта. Я понял. Спасибо. Так, 454 где-то. Тестирование. Так. Все готово. Это какой-то новый тест? Вы его раньше не давали. Сложно было? Некоторые изображения мне напомнили то, что я уже где-то видела, но я не могу вспомнить где, поэтому действовала наугад. Надеюсь, я его не провалила. Теперь моя очередь проходить тест. Было бы интересно узнать, как правительство нового мира использует полученные данные. А где мне его проходить? Пожалуй, я смогу лучше сосредоточиться, находясь в своей комнате. Мне небезопасно находиться здесь. Так, тест хранителя. Монарх. Не, ну типа, это мы читали, это картина монарха. Да, понятно, что ничего не понятно. Это плохая идея действовать наугад. What do you mean, плохая идея? Я могу выйти из комнаты. А ну стой. К полуночи. Разве это был не монарх? Безликий монарх, это оно. Все правильно делаю. Ладно, я поняла, вернемся обратно. Сейчас. Легко вложено. Ты спишь один год. Висела на стене. Что подумаем? Так. Ну, полночь, наверное. Мольба, кажется. Кажется, я проваливаю этот тест. Может, стоит поискать в доме какие-то подсказки? Да, в смысле проваливаю? Что не так-то? Это вообще не ясно, что? А почему он проваливает? Буквально же так... Ну, значит, провалит, короче.
Это тень. Это кладбище. Пейзаж. Кладбище. Это мужчина в шляпе. Наказание. Преступление. Портрет. Наказание. Преступление. Женщина. Люди. Ангел. Это душа. Тест завершен, будет отправлен. Зато старался. Это я. Мне ачивку дали, зато старался. Ну, вот так вот. Пришло время попрощаться с 321. Я искренне надеюсь, что в той записке была ложь. А даже если нет, что я могу сделать? Если я не отправлюсь в подвал, вероятнее всего меня убьют. Если я отправлюсь в подвал. Ой. Да. Растительность, окружавшая дома хранителей, была изменена на молекулярном уровне, что привело к выделению токсичного вещества, аналогичного алкалоидам, вырабатываемыми грибами рода клавицепс. Деревья и кустарники были заражены модифицированным грибком, который адаптировался к симбиозу с растениями, что позволило ему распространять токсин в воздухе. Токсин накапливается в организме, вызывая психоэмоциональные расстройства. На ранних стадиях появляются паранойя, спутанность сознания с увеличением дозы, галлюцинации, дезориентации, головокружения. В редких случаях возможно летальное отравление. Отрывок записей доктора Л. Шанс на жизнь, так сказать. Что это такое? В конце концов, все мы стать деревьями. День один ЗБС. Это мои выборы. Сюжетные предметы продолжить. Я могу продолжить? Нет, подожди. Секундочку. Это какой день? Выйти за пределы дома. Блин, это потому что не сохранялось. Надо сохраняться чаще, все, я поняла. Иди дальше. Все пропускаем. Иди дальше. Сейчас я быстренько сейчас все пропущу, знаете. Так, все, я снова там, где я закончила. Я сохранюсь, потому что, нужно сохраниться все-таки, да? И что дальше? Что я должна делать? Я не могу выйти из комнаты. Правильно уже? 16:30, новый мир. Сейчас сколько? Где часы? Часы? 17:30 кормление. А как мне... Я не могу выйти из комнаты. А что я могу? Я же правильно понимаю, что если я выйду из комнаты, мне хамблец или что? Тест хранителя. 321, новый мир. Так. Почему я мертва? Я не совсем понимаю. Что я сделала не так? Так, день 2 я нарушила правила, день 3... Что я должна делать? Я не могу выйти из комнаты. Новый мир 321. 321. Чел уходит, короче. Как мне его отправить? Почему у меня нет на это времени? Я не понимаю. 15:30, новый мир. Я в любом случае умру? Я что? Я типа провалилась? Я правильно поняла сейчас? Или неправильно? Да, ну правильно. Так,
Кто знает, что... Я не помню, что он там говорил до этого. Мне кажется, я какой-то момент пропустила, что мне надо было сделать. Господи, ладно. Напишите мне в комментариях, что я туплю, я хз. Может, я что-то не вижу? Может, мне реально просто у меня один выход, и все, и снова начинать заново? Ладно, anyway, давайте на этом закончим. Пишите, как вам игра. И спасибо вам сейчас за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.